Малыши, малыши, доброе утро. Алиса, включай музыку. Включаю. Давай потише. Пока детишки завтракают, расскажем, что у нас и как происходит. Мы вот сняли небольшую квартиру, такую на окраине Москвы, западное направление, недалеко от МКАД. Когда дети вошли в квартиру, они что первое сказали после автодома, Владимир? Я не помню. А я помню, они сказали, какой большой дом. На самом деле дом небольшой, квартира совсем маленькая. 2 комнаты, где-то метров, наверное, 55-50. Приятного аппетита, малыши. Приятного аппетита, папа. Приятного... Просто все познается в сравнении. На самом деле приятно из маленького, попадать в большое гораздо приятнее, чем наоборот, как мы, когда ехали в поездку, из огромного дома попали в маленький автодом. Привыкли тоже быстро достаточно, но как бы обратный эффект более прикольный, когда квартиры становятся казаться огромными. Вот, в принципе, все нормально. К сожалению, поломка нашего автодома оказалась серьезной. У нас сломался мост задний, он очень сильно гудит. И ремонт, по разным оценкам, будет обходиться там в районе $2000. Но мы нашли какого-то мужика, который сказал, что все это ерунда и развод, и я все это сделаю лежа под автодомом. Но нужна погода потеплее, поэтому мы ждем, когда погода наладится. А сейчас у нас порядка 4 градусов, и под машиной как-то лежать не очень. Сегодня у нас какой праздник, малыши? День Победы. А что он означает? Победы. Не знаю. Давайте сегодня вместе постараемся выяснить, да? Что победили какие-то. Что в войне люди победили. В войне с чем? Злыми люди. Как? Злыми людьми. Правильно, славянцы. Давайте еще, пожалуйста, выясним, кто у нас покупает сгущенку в холодильнике. Ну точно не папа худенький, кажется, который немножечко. самый худой в этой семье. Немножечко съел всю сгущенку, Влада. Давайте кушайте, нам надо выезжать, мы едем на автопробег. А что это такое? Влада, слюники. Автопробег ретро-техники. Поощряйте хорошее поведение и выполнение правил. Будьте последовательны в своих действиях и требованиях, чтобы ребенок знал, чего от него ожидают. Установите контакт с ребенком, проводите больше времени вместе, интересуйтесь его жизнью и проблемами. Если проблема не решается самостоятельно, обратитесь за помощью к специалисту, педагогу, психологу. Видишь, Алиса говорит, что делать с детьми, которые не слушаются, Ясь. Что? Сладкое. Педагогу, психологу. Куда обратиться к кому, если дети не слушаются? А это врач. Что за психолог? Психолог. Что за Иди сюда, психолог? так, иди сюда. Врач. Кита. Алиса, почему георгиевская лента такого цвета? Георгиевская лента черного и оранжевого цветов символизирует цвета герба Российской империи и олицетворяет огонь в бою и густой дым. Пойдемте, хватит обнываться уже. Тут, конечно, у нас во дворе 2 проблемы. Первая — найти парковку, а вторая — найти свою машину. Нет, даже 3. Третья проблема — это потом отсюда выехать. Вот нас заблокировали. Хорошо, что номер оставили. Ждем. Я придумала, как мы назовем этот поселок. Называется поселок Парковкино. Парковкина, да, потому что здесь проблема с парковкой. И Черекина машинок. Едем мы в сторону Звенигорода, на рубеж обороны. В 1941 году немцы до него дошли, дальше их уже не пустили.
Вот там начинается автопробег звенигородских любителей ретро-техники. Вообще, Маш, вот наше с тобой поколение, это последнее поколение, которое вживую помнит вот ветеранов. Да. Я не знаю, насколько вот у тебя детство прошло, ты все-таки моложе меня на 8 или на сколько? На 7 лет? Собака Или правильно. на 8 лет? На 7 уже запомнить можно было бы. Это очень важно, ты считаешь, да? Ну, как бы нет, не важно. Я зато запомнил твой номер телефона. Наконец-то. 134 12 11. Ничего себе. 10 лет у нас будет, значит, в ноябре совместной жизни. Вот, он наконец запомнил, оказывается, номер. Ну так вот, речь-то не об этом, Маша, а о том, что я вот вырос, да, в рассказах про войну. Я не знаю, как у тебя, вот у меня бабушка и дедушка, я все время их спрашивал про войну. Я в этом рос прямо. И вот фильмы советские про войну. И я даже был настолько глуп, что в подростковом возрасте бабушке говорил, что вот, мол, у них был смысл жизни, вот они жили, а у нас вот смысла жизни нету, то, что вот нету этой борьбы, войны. Подвиги Вот, совершать. да, вот. И они вот на меня, конечно, смотрели, мне кажется, так Ты маленький был. умилительно, да. Ну, как, я тоже в этом росла, конечно, и всегда там в школах, везде, всегда стояли на митингах, ходили к вечному огню, к памятникам. Помню я это все, конечно, прекрасно. Помню, вот как раз дата была тоже 60 лет победы, вот это в школе как раз. Такая тоже большая. Пап, уже не дерутся, уже перестали навсегда. Ну, дерутся, Влада, все время люди что-то выясняют между собой. Но та война, она была особенной, потому что погибло очень много людей, никогда в истории такой войны не было. И война была на уничтожение. То есть одни люди возомнили, что они лучше других людей, что их язык лучше, что их страна лучше, и решили другие страны уничтожить, убить всех людей. И начали всех убивать людей. И только благодаря нашей стране, Советскому Союзу тогда называлась Россия, и другие страны рядом, республики, назывались все вместе Советский Союз. И вот советский народ, Добрые люди, что убивали язык. они защищались разной национальности. Там все национальности были. И они вот воевали с плохими людьми, нацистами, против нацизма. И победили. И вот этот день победы над нацизмом, если бы они не победили тогда, вас бы не было бы сейчас здесь. Вы бы не пили бы какао сейчас на заднем сиденье. Но это не смешно, на самом деле. Вот вы вырастете, поймете. Ну а сейчас на Никольной горе, вот куда мы едем, на рубеж обороны, сейчас это место элитное считается. Живут всякие богатые люди. Есть, конечно, люди, которые честным трудом заработали, несомненно. Но я думаю, что большинство людей это вот нажились на развале как раз вот Советского Союза. Распилили народное имущество и вот живут. Не знаю, как они вот празднуют День Победы или не празднуют, Маша. Сложно сказать. Мне кажется, все равно в России так или иначе все празднуют День Победы. Пап, может быть, по-доброму рассказываем. Папа, враги были в каких костюмах? В оранжевых? Но это не зависит, Влада, от костюмов. Я знаю. Костюмы могут быть разные. Важно, что у человека в голове, как он думает, понимаешь? Вот есть люди добрые, а есть люди злые. Главное, чтобы добро было в голове. А форма она была, ну, примерно похожа, потому что военная форма зеленого и такого темного цвета. Почему ты думаешь, она такого цвета, военная форма? Не, ну у немцев-то серая была, Босс шили. Ну, Фирма да. Босс. Им форму, ты знаешь, что фирма Босс шила? Что? Форму Босс? немецкую, да. А, Hugo Boss. Фирма Босс? Нет, сейчас просто есть такая фирма одежды, дорогая очень. Фирма Босс. Да. Вот, а раньше они шили военную форму для врагов как раз. Вот. Да и еще я тебе больше скажу, что вот все фармацевтические компании, которые мировые Ну да, лидеры Байер и немецкие, всё прочее. это все нажились там На на опытах над живыми людьми. Да, это я знаю. Вот. А сейчас деньги зарабатывают. Я не люблю Босса. Так вот, Влада, зеленая форма, вот когда у военных, это и такая вот цвета хаки называется, с пятнышками такими коричнево-зелеными.
Это чтобы маскироваться. Вот лес, он же такого цвета, и чтобы вот не было видно. Солдат прячется. Вот у него такая форма. Вот видите, кладем. Вот мы подъехали, здесь вот такая собралась большая длинная колонна, все с флагами, многие в формах. Вот старые машины, вон москвич стоит красивенький. Много мотоциклов впереди, мы еще всех не увидели. Погода сегодня солнечная, но такая достаточно ветреная. Дальше, надеемся, проедем, где-то будет больше площадок, чтобы дети тоже походили, все это посмотрели. Здесь просто вдоль дороги стоим. Вот, а сейчас зайдем вот на этот мемориал. Слав, тебе идет пилотка очень. Пилотка тебе идет красиво. Где? А вот у тебя на голове. Ветер только сильный. Пусть Влада будет. Влада, Влада. Владочка, прочитай-ка нам. Вечная слава героям. Вечная слава героям, кто вот победил, да, в войне. Мама, что Героям за Победы. слава? Вот такой здесь памятник. Что за слава? Слава — это не наша слава, это слава, значит, что они прославились своим подвигом, прославились. Им слава, и все Смотри. знают и помнят о них. Это наши солдаты. Здесь, в этом месте, враг подошел вот сюда, вот отшел в Москву, хотел Москву захватить. И здесь его остановили. Дальше он уже не пошел, не смог пройти. Здесь очень много людей тоже погибло наших. Как обычно, не успели купить цветочки. Вот я себе решила два Может, одуванчика сверху на положить. шапку оденем, вот так вот. Давай, да не бойся, Можно, нормально, нормально. Вот. На шапку. Угу. Слава, ты куда голову суешь? Сейчас На застрянешь? шапку одевайте сверху. Ясь, давай на шапку. А я могу. Так. Слава, иди сюда. Вот все стали подтягиваться сюда, к мемориалу. Здравствуйте, с праздником. Идите сюда ко мне, малыши. Сюда встаньте. Там тоже интересная подъехала машинка голубая, красивая. Все в таком ухоженном состоянии. С флагами. Вот еще подъезжают. Ой, вон длинная какая. А это что за длинная машина? Какая длинная? Вон. Это зелёная. американская. А, Мы пока решили погреться в машине, потому что очень ветрено и холодно на улице. Детишки мерзнут. Но мы удивлены, что очень много людей. Я думал, будет гораздо меньше. Какой-то маленький автопробег, а здесь прям очень много людей. мотоцикл, видишь, Влад впереди стоит? Вижу. У него знаешь, что есть? Люлька. Это что такое? Раньше в мотоциклах была люлька. Вот такое, видишь, такое место, где можно сажать кого-то. Пассажирское. Можно даже ребеночка, так и детей раньше катали. Некоторые машины начали двигаться дальше. Мы тоже решили поехать. Вот вдоль колонны как раз движемся. Много-много народу, много мотоциклов. Какой-то байкерский клуб звенигородский. Здесь с одной стороны военные машины начались, с другой москвичи восстановленные, такие красивые, ухоженные. Ну не все ухоженные, вон Ну не все ухоженные, но все равно. Ничего. Даже он немножко ржавый, но выглядит все равно. Ну, так, ничего. Нам надо было бы тоже, конечно, машинку подукрасить, да? Что-то мы подумали. Да зато дети подукрашены. Дети подукрашенные, да. Включи спал. Копеечка. И на этом заканчиваются машинки. Мы тут парад пытаемся еще смотреть на телефоне, который в Москве проходит. Туда ехать мы с детьми побоялись, потому что наверняка там очень много народу, и сложно за ними и следить было бы в Москве.
Все, малыши, поехали мотоциклы. Сейчас за мотоциклом машины поедут. И мы тоже на следующее место памятное боев Великой Отечественной. Проезжаем Запорожец. Детишки были удивлены, что у него... Что, Влада? Сзади мотор. Мотор сзади, да, необычная А машинка. спереди у него багажник. Да. Знаете что, малыши, я придумал? Давайте купим на следующий год тоже старую машину какую-нибудь. И будем вот так на старой машине тоже ездить на следующий праздник. Или купим полевую кухню и старенький джип. И будем кашу для всех варить. Кашу, как в музее, Влада раньше говорила. Были в музее техники, и там продавали вот эту вот кашу, как раньше солдат кормили, да, гречку с тушенкой вкусную. И вот у них теперь это называется блюдо каша, как в музее. Мы ее дома готовим, они любят очень. Мы едем прямо вот с таким красивым автомобилем, Волгой двухцветной. Славен, покажись к Владе. Идем к следующему монументу. Туда уже не стали ехать в поле. Сейчас пешком пройдемся, посмотрим. Вы на памятник, что ли, цветы рвете? Молодцы. Славен, давай корешки оборвем. Вот, да, корешки обрывай. Конечно, пойдем. На тебе вот это. Все, пиздец. Павшим за тем, кто погиб за Родину. Больно. Кладите цветочки ваши. Здесь один два. Один вот. Тут много. Ладно, там один вот только тут ровно теперь. Друзья, здесь в декабре 41 года также проходили бои. Была линия обороны наших войск. И, ну, если быть честными, вот здесь, в этих посадках, была линия обороны немцев. Несколько раз из рук в руки переходила деревня Палицы. Была практически, ну, частично уничтожена немцами. Вот. И в результате кровопролитных боев отбили наши войска эти рубежи. И начали контрнаступление. Но это все также линия обороны. Аксиньина, Палицы, Козино, все, или Казино, как правильно местные говорят. Вот. Так что здесь покоятся наши бойцы. Помянем, возложим цветочки. Отечественной войне. Отстань, не бей меня. Ты не понимаешь, Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби. Нервный рот закрыл. Гордости. Друга не трогаем, я не шучу. Участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска, героизмом жителей блокадного Ленинграда. Сейчас вот так меняется история. Вот в Америке, наоборот, хотят примазаться к победе. То есть, ну, Трамп говорит, что мы победили во Второй мировой войне. А на Украине, например, наоборот, решили не праздновать победу, отказываются от нее. Ну, что хорошего в этом? Ничего хорошего нету. Ну, насчет примазываются, не знаю. Главное, это, мне кажется, что в целом победили. Очень рад я, что мы живем в России, и видно вот прям по всему, по праздникам, по людям, что как-то меняется отношение в лучшую сторону. Ну да, мне кажется, как-то за, ну, не знаю, последние годы, последнее время, что ли, больше патриотов стало. Или, может быть, просто все, кто не любил Россию ну, в момент вот этого начала СВО, там, вот этих прочих действий, покинули как раз ее. И остались, наверное, люди, которые действительно свою страну любят. Я люблю. Я мышь так делаю.
Проголодались, да, котички? Да. Ну, заедем потом в столовую. Там в Звенигороде есть вкусная столовая. Мы как-то жили в Звенигороде какое-то время. Снимали жилье. И нам очень город этот запал в душу. Очень такой приятный. И, возможно, в будущем мы бы даже хотели где-то там рядышком с ним поселиться. Такое прикольное ощущение, когда едешь в колонне. Все вот, кто на обочине люди, все махают, все снимают на телефоны колонну. Вот, немножечко мы обгоняем, а они остановились, кажется. Вылезай, вылезай, маленький. Вылезай. Решили мы с Машей пораньше в городе остановиться, чем вся колонна, а то потом места не будет. Лучше мы в центре всех подождем. Ясь, ты что там? Ясек, ты что застрял, малый? А ну-ка давай. А шапки опять нету. Давай, Ясечек, давай. Прыгай. Колонна едет дальше, сигналит на весь город. Они поедут в пригород Звенигорода, поселок Киршово, и потом должны тоже вернуться в центр. А мы, наверное, пока покормим детишек. Да, в столовой. И посмотрим, что делается в центре города. Под вашу кладут, правильно? Да. Давайте тогда каждому из них по 2. 6 Давай, какой? Тебе какой надо? Мне Вот этот. Взяли. Так, подождите, не хватает. Еще вот этот и вот этот. и вот этот. Кто у вас самый главный помещает? О, Ладно, держи ты. Купили мы здесь тюльпанчики. Вот заходим к центру города, подходим. Здесь город перекрыт. Вот как раз. Ну, перекрыт для машин. Видишь, машины сегодня здесь не ездят. Вот, город перекрыт. И можно ходить прямо по дороге здесь сегодня. Потому что город перекрыт, чтобы люди ходили по дороге. Вот, в честь Дня Победы. Тоже стоят здесь старые авто. Ретро. Да. Не, они не есть, они стоят. Это как на выставке. Вот Запорожец тоже стоит, у которого мотор сзади. Маш, пока в столовой мало людей, давай покормим. Пойдем в столовую Пойдем. кушать. Потом цветочки пойдем класть, да? Пойдем. Ну, вот наша любимая звенигородская столовая. Здесь находится. Владен, что у вас на обед сегодня, знаешь? Вот котлеты какие-то и макароны. Котлеты вкусные и макароны сытные. Ладно, тюльпан. Берите. А еще вятский квас. Вообще вот эта столовая очень вкусная, вятская столовая. Когда жили в Звенигороде, все время в нее ходили, кушали. Пока мы кушали, уже многие вернулись вот с нашей колонны сюда. Мы движемся к вечному огню звенигородскому. Положите тюльпанчики. Тут вон дедушка Сталин стоит. Здравствуйте. Дети есть? Конечно. Давай сюда подходи. Дети, Подходите, дети. давайте со Сталином сфотографируйтесь. Вот, дяди. Хорошая моя умница. И ты тоже. Прошли мы в закрытую часть Звенигорода. Ну, в центре вот перекрыли. Тут много народу, всех проверяют при входе. Сумки, конечно же. Вот туда, к центральному памятнику, к вечному огню. Вот. Каждому по 2 цветочка надо разделить. Кто будет делить цветочки из вас? Кто умеет по 2 цветочка каждому разделить? Слава, ты главная. Сейчас будешь разделять. Каждому по 2 цветочка нужно отнести. Аккуратненько разделяйте. Бери, бери. Сейчас ломается все, дай мне. В темную ночь ты, любимая
моя знай, спи. Темная ночь разделяет любимая. Влад, два сразу. Он живет? Огонь, конечно, живет. Пойдем. А ты бесконечно. Все уже загорели. Мама, пойдем. Ребята, нужно Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит. По Берлинской мостовой мы шли на Волгобой, потряхивая гривой помидорчики, распевает верховой. Ребята, не впервой нам поить коней казацких еще жюри. Казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Ой, коней идут шашком, летит девушка с флажком, и с косою под пилоткой у столба стоит. Тонким станом, как лоза, синевой горят глаза. Не задерживай движение, казаку кричи. Казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Эх, казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Задержаться было рад, но поймал сердитый взгляд. Ну-ка, рысью с неохотой крикнул на скаку. А мимо конница прошла, и девчина расцвела. Нежный взгляд не по уставу дарит казак. Это казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Это казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. По Берлинской мостовой мы шли на Волгобой, потряхивая гривой кони-тончики, распевает верховой. Ребята, не впервой нам поить коней казацких ищет жюри. Это казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Это казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Не забывайте жертвовать на ткани на фронт. Согласен. Спасибо. Что, набрал материал? Ну так, чуть-чуть поснимал. Может, интервью мне дашь, будет веселее. Что ты? Думала, папка. Руки холодные опять. Взяла за ручку. День Победы! День Победы! День Победы! Так для нас прошел праздник День Победы. Ну, маленькие еще не совсем, конечно, понимают, с чем он связан, но это понимаем очень хорошо мы. Тем более сейчас такая знаменательная дата, 80 лет Победы. Мы должны отдать дань памяти тем, кто сражался, погиб на этой войне. Тем более, что у нас также в семье были такие люди, да и практически в каждой семье на территории СССР были погибшие и те, кто участвовал в войне. Практически в любом городе в России, в любом маленьком поселке, везде есть монументы,
везде есть памятники, мы уже настолько к ним привыкли, что иногда даже не обращаем внимания на это. Но вот сегодня мы поездили по местам, и, как вы сами могли увидеть, вот маленький город Звенигород, а вокруг монумент на монументе, да, Владимир? Влада, а ты считаешь важно вообще вот отмечать праздник этот? Как ты думаешь, для чего его отмечают вообще? Не знаю. Ну, его отмечают, чтобы этот подвиг тех людей, которые давно погибли, никогда никто не забывал. И из поколения в поколение, чтобы люди знали, чтобы это никогда больше не повторилось в мире. Да, и для нас действительно это праздник, потому что благодаря этому событию, что наши деды и прадеды и прабабушки и бабушки победили в этой войне, наша семья существует сейчас. А День скорби — это как раз для нас, наверное, начало войны больше. Мы и дальше будем всегда праздновать этот день. И, надеюсь, вот малыши наши тоже, когда вырастут, они будут осознанно уже понимать и тоже быть сопричастны к этой дате. А какие они подвиги сделали? Ну, они воевали против плохих людей и умирали, погибали. У тебя вот твои пра уже дедушка, получается, погибли. Ну, погибли, понимаешь, да, что такое? И что? Умерли. Кто? Убили. Прабабушка и прапрадедушка? Вообще хотели уничтожить всех славян, все народы другие. Хотели нашу землю, вот где мы сейчас живем, заселить другими людьми, чтобы другие люди жили. Но вообще, если говорить о наших дальнейших планах, вообще о нашей жизни, вот, то в планах у нас отремонтировать автодом. И, наверное, следующей поездкой, скорее всего, будет Абунна-фест. Будет Узбекистан, потом Байкал, потом Турция. На год, да, Маша? Ну, это навряд ли. Влад, ты хочешь поехать далеко, на автодом? Почему? Очень не хочу. Почему? Еще пройти много-много границ, Влад. Ну почему надоело? Надоело. Ну почему? Что тебе надоело? Это же интересно, все собаки бездомные твои. Что ты кусаешь?